Настоящий материал. Информация произведен, распространен или направлен иностранным агентом поперечным Данилой Алексеевичем, либо касается деятельности иностранного агента поперечного Данилы Алексеевича. Hello, I'm from Russia. Скорее всего, придется это вырезать. Скорее всего, гей. Ага. Мне кажется, ты не был в России больше, чем я. Это, наверное, правда. Мне кажется, у лесбиянок есть какая-то высокомерность. Дэниел, ты стал таким взрослым. Джо Роган мог бы так меня отхуячить. Не просто либерал, а соевый либерал. Я считаю, что он очень плохой комик. В Советском Союзе секса не было. Но все ваши здания самые гейские здания, которые я видел в своей жизни. Ты знал, что зумеры считают, что стендап — это кринж как жанр? И непонятно, что делать. Привет! Даня Поперечный, и это новый выпуск моего видеоподкаста «Без души». Однажды он уже был гостем этого подкаста, и вот спустя 7 лет мы с моим шотландским братом вновь встретились для того, чтобы обсудить, как изменился за это время мир, комедия и мы сами. Сегодня уже во второй раз моим гостем станет комик Дэниел Слос. Кстати, для всех, кому в прошлый раз было интересно посмотреть наш предыдущий подкаст с Дэниелом в оригинале, пару дней назад я добавил на наш старый выпуск возможность выбора английской дорожки. Не добавлял я ее, во-первых, потому что не было раньше технической возможности, а во-вторых, потому что, если честно, очень стеснялся своего английского. Ну и, естественно, просмотр этого выпуска тоже доступен в двух вариантах. Либо в русском дубляже, либо в оригинале. Поменять это можно вот здесь, нажав на смену аудиодорожки. Я думаю, не глупо и разберетесь. Так что спасибо за внимание и приятного вам просмотра. Ах да, чуть не забыл. Чтобы сегодня вообще ни у кого не было проблем с просмотром этого выпуска, наш сегодняшний спонсор — Durif VPN. Отличительной фишкой этого VPN является то, что он действительно обходит белые списки. Более того, если вы переживаете за свою безопасность, Durif VPN умеет маскировать свой трафик, чтобы провайдер не увидел, что вы делаете в интернете. Поэтому специально для вас у меня есть 3 бесплатных пробных дня, чтобы вы потестили Durif VPN и поняли, подходит он вам или нет. Ставится он за пару минут, а подключить можно сразу все устройства: телефон, ноутбук, телевизор и так далее. Так что забирайте 3 бесплатных дня по ссылке в описании. А если понравится, подключайтесь по промокоду «Без души», с ним будет скидка 20%. И да, если у вас уже есть другой VPN, но он работает через раз, можете перейти на Durif со скидкой до 80%, просто написав поддержку. Вам спасибо за внимание, Durif VPN спасибо за спонсорство этого выпуска, ну а мы начинаем. Все хорошие вещи рождаются у бедных людей, из бедности, так? Soul Food появился из бедности, индийская еда из бедности, и блюз у нас появился из бедности. Всегда, когда людей угнетают, вещи, которые они из этого создают, становятся исключительными. То же самое с виски и шотландским хаггисом. Хаггис в Шотландии знаменит потому, что англичане забирали все хорошие куски мяса и оставляли нам только кишки, и мы просто приправляли их специями, так что хаггис был едой бедных. Да и сейчас немного остается, но теперь его делают уже на каком-то люксовом уровне. Да, в этом есть смысл, потому что большинство салатов в России появилось по той же схеме. У тебя оставались какие-то остатки, ты их смешиваешь, и получается просто восхитительный самый русский салат. Да, ага. А прошло 7 лет. 7 лет прошло. Много херни произошло с тех пор. Да уж. Мне кажется, ты не был в России больше, чем я. Это, наверное, правда. А ты знал, что мне теперь нежелательно там находиться? Не, то есть до начала подкаста я спросил, можно ли задавать тебе вопросы. Конечно, можно. В общем, когда мы виделись в последний раз, мне кажется, было около 28 лет, и я собирался впервые посетить Россию, Да. и я очень нервничал. Ага. Потому что... сейчас мы общаемся в Америке, о стране, которая не особо фанатеет по свободе слова. Как оказалось, 7 лет назад это еще были хорошие деньки в плане свободы слова. Это мы тогда думали, что было дерьмово. Не, оказывается, Да. не было. Вот сейчас... Просто мне кажется, что ты приехал сюда в момент, я не скажу падения империи, потому что 5 русских империй уже падали, а потом просто заново себя собирали. Но, понимаешь, то, что сейчас происходит в России, как мне кажется,
уже на спаде. Российское правительство, они на данный момент не очень понимают, как преподнести эту ситуацию как победу, понимаешь? Да, разве это возможно? Да не, они могут. Когда у тебя монополия на правду, когда ты владеешь телевидением и информацией, ты можешь выкручивать ситуацию так, чтобы создать видимость, чтобы выглядело, как будто цели достигнуты. И мне кажется, это одна из причин, по которой в самом начале они не объяснили людям, из-за чего вообще война между Украиной и Россией происходит. Так. Потому что главный вопрос, который российское общество задавало российскому правительству, было «зачем?». И поэтому они не стали, мне кажется, так четко Ну, это нельзя же объяснять. сказать, украинцы мусульмане. Это бы все оправдало за секунду. Да, никаких евреев, я вообще не понимаю, это настолько не обязательно. Можно спрошу, ты же в Лос-Анджелесе уже 4 или 5 лет? Да, мне кажется, уже 4 года. И вот когда ты говоришь, что у российского правительства очевидно монополия на правду, и что они контролируют медиа, нарративы и все такое, как человек, который реально жил в такой стране, насколько ты видишь сходство с тем, что происходит сейчас в Америке под администрацией Трампа? Ты... Насколько это похоже? Да, есть ли сходство? Или это я, как сумасшедший левак, паникую слишком сильно? Или ты и правда видишь какие-то сходства в том, как воспринимается правда? Это очень забавно, что ты спрашиваешь об этом, потому что я не единственный российский комик, который уехал из России и начал жить в Америке. И это была одна из основных тем для шуток, потому что многим казалось, что ты покидаешь авторитарное, репрессивное государство и переезжаешь в страну со свободой слова и так далее, а потом месяц за месяцем ты начинаешь видеть всю ту же самую херню. Даже не в контексте войны, потому что Америка известна тем, что развязывала необоснованные войны. Назови 5. Было много похожих случаев. Например, помнишь про то, как Джимми Киммел пошутил про Трампа, Да. и тот попытался отменить Джимми Киммел Лайф? И самое смешное, что наш Джимми Киммел, наш телеведущий номер 1, ведущий вечернего шоу, его шоу перестало выходить на телевидении, потому что он запостил в Инстаграме, что он сожалеет и сочувствует людям в Украине. Ага. И что, он... Не-не-не, он в порядке, ничего такого. Он не упал с балкона. Не-не-не. Единственные люди, которые умирают в России, это люди, у которых есть политические амбиции. Так. Или... Только в Америке звезда реалити-шоу может иметь политические амбиции. Да. А мы же прибухивали в прошлом подкасте. Да, и, кстати, вот что странно. Я думаю, ты заметишь этот эффект. Чем больше мы употребим алкоголя, тем лучше будет мой английский. Это уверенность, прям как в стендапе. Да. Чем увереннее Да. ты... Даже дерьмовые вещи заходят лучше. И пока мы не перешли к этому, можешь ты, просто для меня, чтобы меня рассмешить, когда русские высмеивают англичан или американцев и изображают наш акцент. Типа акцента, ты хочешь Да. пародию? Но сделай это по-русски как-нибудь, с акцентом. Как бы ты пародировал американцев или британцев, или англоговорящих. Так, ну британцы, они такие... Эйо, тват? Эйо, это как обычный англичанин, но вместе с... Ты видел когда-нибудь видосы, когда песня играется с помощью таких... Ага. Когда добавляешь вот совсем немножечко вот этого звучания в язык, это вот прям как звучат британцы. Это смешно. Я понимаю, это немножечко как бы... Да, что-то вот связанное с амплитудой этих звуков. Понимаешь, о чем я? Это так смешно. Я никогда об этом так не думал. А американцы, они все такие... Oh my god, I'm sorry. Они пытаются как можно меньше работать своим ртом при воспроизведении звука. Их гласные такие длинные. У меня раньше был про это номер, но американцы так плохо ругаются, потому что они слишком растягивают гласные. Бля. Ебать. Уй.
Да-да, и вот за это время, пока англичане, ну, британцы или шотландцы, пока американцы говорят «пошел нахуй», вы уже можете успеть... Сдохни, Да, много всего уместить. Да, время затратно, я знаю. Да, и это потому, что американцы в собственной голове живут вечно, и потому что каждый из них главный герой. Да, диабет — это выдумка. Роберт Ф. Кеннеди говорит, что диабета не существует, и почему мне не верить этому человеку, который Кто говорит... занимает такие высокие позиции? Да, он бы не был на этой работе, если бы не заслужил. Конечно. Ну, очевидно. А ты можешь спародировать русских людей? Ну, разве что злодеев из Джеймса Бонда, типа всех очень плохих, попробуй. таких... Да, надо побольше алкоголя. Мне кажется, я начну изображать что-то литовское, типа советские территории. Это может забей. тебя оскорбить. но- Сгодится. Hello, I am from Russia. And then I'm going to kill your children with my very big, strong hands. I'm going to crush out their little eyeballs, push them. Так, ну это уже индийский. Ну хорошо. Нормально? Нормально. Окей. Да, потому что в тебе есть вот это присутствие, что русские очень тихие и Да. жесткое «Р». Да. Небольшая пауза. Огромное количество людей последние пару лет живут в ощущении, как вообще нормально за что-то расплачиваться за границей. И тут некоторым нашим зрителям внезапно помогает другой наш зритель. Чувака тоже зовут Данила, я уже рассказывал о нем в предыдущем выпуске «Слишком поздно». И он сделал сервис MasterCard Bridge. Это удаленное открытие зарубежных карт для граждан РФ. Прикол MasterCard Bridge в том, что вы обращаетесь не в очередной безликий сервис, а к конкретному человеку, который занимается уже с 22 года всей этой шизой с банками и ограничениями. Открытие полностью удаленное, все делается онлайн, сроком до 1 дня. Ну а если вдруг по какой-то причине карту открыть не получится, вам просто вернут деньги без комиссии. Карты, естественно, можно оплачивать вообще все: чат GPT, Spotify, Booking, Airbnb, авиабилеты и прочие радости жизни. Плюс Apple Pay, Google Pay, хранение денег в валюте, пополнение и вывод на российские банки. Все это тоже есть. Ситуация с выпуском карт постоянно меняется, поэтому если вы задумывались о приобретении такой, лучше поторопиться. Ну а если у вас уже есть карточка Казахстана, но, допустим, срок скоро заканчивается, ее можно продлить дистанционно еще на 5 лет, и вам даже привезут пластик. Очень важный момент, Данил просил передать: переходите только по ссылке в описании, потому что на таких сервисах уже начали плодиться мошенники. По промокоду без души ловите скидку на 30% на открытие карты, ссылка в описании, ну а мы продолжаем. Бля, я вот этим пальцем не умею щелкать. Когда мы сделали тот подкаст, и потом я поехал в Москву где-то через 5 месяцев, это было ровно то, чего я ожидал, и одновременно полная противоположность этому. Так, расшифруй, пожалуйста. Короче, визуально Ага. Россия выглядит как Россия. Ага. Если бы я попросил самого лютого расиста в мире Опиши. Да, описать Россию, и потом приехал туда, вот именно так Россия и выглядит. Я был там в ноябре, была зима, было холодно, все были такие укутанные, и я там... И, как я всегда говорю, мне так интересно, что Россия настолько антигейская, но все ваши здания — самые гейские здания, которые я видел в своей жизни. Типа Кремль. Вы серьезно? Это же проектировал гей. Почему? Потому Нет, что оно просто оно все такое разноцветное и такое расфуфыренное. Просто О, гейское. Господи. Самая гейская вещь, которую я только видел. Скорее всего, придется это вырезать. Это запрещено говорить в России. Такое цветастое. И я в Москве такой, да это спроектировал самый счастливый в истории. Он просто... Несмотря на весь этот брутализм, Россию спроектировал гей, который обдолбался. У меня очень предвзятый взгляд на русских, потому что русские, которых я встречал, это ты, и русские, которых я встречаю, это 10 тысяч человек, которые пришли на мое шоу, 6 тысяч или сколько там было. В общем, я в основном общаюсь с молодыми и либеральными левыми русскими. И они охуеть крутые, Да. образованные, умные, самоироничные. И они белые. И белые. Что очень важно. Но слушай, я
И я ведь туда приехал со своим шоу X, которое про изнасилование и сексуальное насилие. И, как всегда, в этом шоу самая спорная часть, там, где я говорю об изнасиловании и сексуальном насилии. Так что... Но до поездки в Россию мы делали шоу в Вене, и они прислали туда русского парня, который говорит на 9 языках, чтобы он пришел на шоу в Вене, посмотрел его, чтобы потом перевести для части русской аудитории вживую через наушники, так? Мы, конечно, думали, что он из Кремля. Мы, конечно, должны были отправить все наши материалы российскому правительству, чтобы убедиться, что мы не говорим ничего антипутинского, ничего такого. Я жестко стоял на своем. Тогда у меня был материал в поддержку геев, и я сказал, я буду это делать. И если из-за этого я не буду оскорблять Путина, я не буду оскорблять Россию, но я буду делать прогейский материал, от этого я не отступлю. И если из-за этого у меня будут проблемы, значит будут проблемы. 7 лет назад все было бы в порядке. Все и было нормально. Да. Короче, этот чувак приходит на шоу, и, к слову, русский мужик, который говорит на 7 языках и играет музыку, скорее всего, гей. Да, потому что ты пытаешься найти себе... Если ты, окей, гетеросексуальный мужчина, есть определенное количество людей, с кем ты можешь встречаться. Так. Если ты гей, количество вот такое, и большое количество из вот этих людей отстойные. И для них, получается, бутылочное... Как сказать бутылочное горлышко? Полнек. Да, бутылочное горлышко для них настолько маленькое, чтобы найти свою любовь, поэтому они вынуждены учить другие языки, чтобы хоть немножко расширить зону поиска. Ну, его вторым языком был немецкий, и я такой, ну, в Германии ты геев найдешь. Все в порядке. Это же страна, которая изобрела ф***инг. Ты справишься. Короче, он приходит на шоу, а он милый, он очень умный, он намного умнее меня и всех моих друзей, а мы все еще думаем, что он гей, значит, наверное, безопасный. Он переводит шоу. Когда мы приезжаем в Москву, и я выступаю, я делаю про гейский материал, зал в восторге, разумеется. Перед тем, как перейти к теме изнасилования, к тому, что я думал будет спорным, особенно в определенных обществах, где ты говоришь о телесной автономии женщин, о выборе женщин как их собственном выборе, о том, что сексуальное насилие — это вообще-то преступление, и что-то ужасное, и что у него есть стадии, я думал, это будет большим спорным моментом. Самое шокирующее, что я, видимо, сам для себя сделал, было, когда я начал говорить о сексуальном образовании. Потому что в России нет сексуального образования. А я этого не знал, пока не начал об этом говорить. Я такой, в каком классе у вас начинают рассказывать про секс? И 6000 человек начинают смеяться. Такие все, ну мы не проходим это. И это было, наверное, потому что иногда я забываю, насколько Россия христианская, насколько ортодоксальная. Нет, мне кажется, дело не в этом. Не поэтому? Мне кажется, это больше похоже на советский след. Потому что, судя по всему, в Советском Союзе сексуальные темы были не совсем в повестке. Это не потому, что они были сильно религиозные, потому что до этого... Блин, чуваки, ну вы же должны ебаться, вас так много. Конечно, но предыдущим поколениям были советы. Так. И повестка советского правительства, наоборот, была против религии. Понятно. Так что дело не в религии. Это у нас даже есть мем, но это даже не совсем мем, это скорее выражение. В Советском Союзе секса не было. Но это просто было такое выражение, которое все друг другу говорили, чтобы описать, почему в Советском Союзе вообще не было этих вещей в школе, в учебниках. Люди ебались, но как будто они разбирались больше в процессе, что делать. То есть, хорошо, получается, что Советский Союз был атеистическим? Да. Серьезно? Потому что они пытались ограничить любое другое течение, у которого могло быть влияние, как можно сильнее. Окей, так, ну слушай, но Путин же религиозный? Но он пытается так выглядеть. Типа как Трамп христианин. Да, я думаю, что он просто пытается заполучить этот электорат, понимаешь? А какой процент русских, и я понимаю, что Россия огромная Да. территория с разными этносами, но... Да. Но сколько людей, обычных людей в России, как ты думаешь, верят в Бога?
Это сложный вопрос, потому что если включать Чечню, Дагестан и все эти мусульманские... Всех ваших бойцов UFC. Да, поставщиков лучших бойцов. Ну, наверное, половина, Окей. может больше. Хорошо. Но все равно как будто маловато, потому что я бы сказал, что Америка... Думаю, что Америка может сказать, что она не христианская страна, но 55% этих уебов верят в той или иной степени. Вообще, я, конечно, не очень уверен насчет цифры, которую я тебе предоставил, потому что кажется, что все в России верят в Бога в каком-то виде. Ясно. Но вряд ли большинство из них прям каждый день ходит в церковь, читает Библию. Потому что читать Библию в Америке — это как будто более распространенная вещь, Точно. чем в России, мне кажется. Я думаю, что причина... А у тебя есть девушка? Да, я женат, и она сейчас беременна. Поздравляю! Спасибо большое. Первый? Первый, да. О, супер. О, а пол уже знаете? Да. Блин, чувак. Но мы это еще обсудим. Okay, well, yeah, we'll get... Потому что я знаю, что ты отец двоих детей, Да. и у тебя полный комплект. У тебя мальчик и девочка. Каждого по одному. Это идеально? Да-да-да. Окей, ладно, мы еще вернемся на этот маршрут. Давай продолжим обсуждать, почему в Советском Союзе никто не трахался. Ну, просто есть куча мест, куда я езжу, типа Ирландии, где не было... Ну, в смысле, британское сексуальное образование я никогда не считал чем-то хорошим. Но оно было. О, ну у нас есть сексуальное образование лет так с 8 или 9. И я думаю, сейчас оно сильно улучшилось. Но, короче, это очень важная тема Конечно. для детей. Конечно. И мы в моем детстве нас не учили согласию, нас не учили сексуальным действиям. Мы просто знали секс, презервативы, роды и месячные. А этого, как мне кажется, Ну, недостаточно. этого недостаточно. И я говорю это как, и знаю, многие сейчас закатят здесь глаза, как феминист. Я думаю, что очень-очень важно, чтобы юноши и мальчики узнавали о месячных и о яйцеклетках, о родах и о всем таком. Ну, конечно, потому что когда они решат совершить транспереход, чтобы они хотя бы понимали, чего ожидать от своего Да, тела. Конечно. это все, чего я хочу, как левый либерал. Да, Я хочу, конечно. чтобы все были трансами. Я хочу, чтобы все... Когда я сказал, что у меня дети по одному каждого, это была самая оскорбительная вещь, что я когда-либо говорил. Они же в любой момент могут Ну передумать. да. Но я правда, мой самый здоровый и лучший секс в жизни появился от того, что я гораздо больше стал понимать об этом. Из книг. Я книги читал, звучит тупо, но когда мне был 21 год, я прочитал книгу о том, как лизать киску. И... А ты мастурбировал, когда читал эту книжку? Не, я подрочил до этого, хотел ясную голову. О, это умно. Вот так и надо принимать решения. Да. Ну слушай, вот что я узнал. Ты же знаешь клитор, миф о клиторе? Да. Короче, клитор Здесь это... лабиринт, и там огромный бык охраняет его. Да, ага. Вот эта штучка здесь, это не весь клитор. Клитор, Он уходит внутрь. уходит внутрь. Это Star Trek. Или как Космический осьминог. корабль. Да. Он уходит внутрь за половыми губами и назад. И, короче, научите меня вот этому. Пока я, не сковырнулся. И я вовсе не имею в виду, о, научите меня трахаться. Если вы научите меня, что моя жена рождается с набором яйцеклеток на всю жизнь, а я делаю новую сперму каждый грёбаный месяц, и мои яйца связаны с членом вот так, и вот это все анатомия, это все понимание. В первый раз я засунул пальцы девушке, когда мне было примерно 15 или 16. Мне столько раз показывали вагину на схемах, но никто не сказал, насколько она ниже. Я думал, что киска спереди, как член. Когда первый раз лезешь пальцами к девушке, там где-то 15 сантиметров, где ты такой... Чё за херня? Где, это? Куда она? Чё за... Типа, вот такие вещи и нужно объяснять. Это очень стыдно, но когда мы с тобой записывали первый подкаст, я тогда был человеком, который думал, что девушки писают клитором. Типа, это просто маленький член? А знаешь почему? Это предположение базировалось на биологии. Потому что я прочитал факт, что когда ребенок формируется в утробе матери, и что определенное количество времени гениталии одинаковые. Одинаково, И да. тогда я такой, о, логично.
Либо эта штука превращается в член, либо головка члена превращается в клитор. И вот почему им тоже приятно его А яйца трогать. просто превращаются в черную дыру Да, да. и становятся влагалищем. И вдобавок к этому, я такой, окей, есть вагина, есть клитор, но не должно же быть еще никаких дополнительных штук, из которых писать. Я такой, ну, наверное, клитор. Я когда рассказал это своей жене, она такая, чего, нет. А я раньше думал, и я рассказал об этом своей девушке, моей нынешней жене, я думал, что тампон вставляют туда, откуда писают. Ну да. И моя жена такая, ты хоть представляешь, насколько бы это было больно? Да. Ты хоть представляешь? Это было бы самое болезненное. Да, это мы должны делать. Я, кстати, думал, и у меня есть про это номер, но я реально лет до 23 думал, знаешь, прокладки, гигиенические прокладки? Да. Я думал, что эти липкие стороны предназначены... Для киски? Киски, да. Приклеиваешь ее туда и как бы затыкаешь. Да, как в этих рекламах, когда они залепляют протечку воды и такие, бам! да. Посмотрите на это Да. качество. Эй, да у меня тут сучка протекает. Как ее починить? Залепляешь. Я думал, что типа такие штуки. Ну то есть мужики узнают о таком только лет в 20 с лишним, и вот почему многие мужики не получают киски. Ну да. Потому что если ты не... С чего бы вдруг женщина впустит тебя внутрь своего тела? Пожалуй, самый уязвимый момент, который только будет в ее жизни. Зачем ей впускать тебя туда, если ты даже не знаешь, что делаешь? Если ты приходишь в прокат машин без водительского удостоверения, Да. тебе машину не Да, дадут, дружище. Типа, Like, вот почему сексуальное образование так важно для секса. Да. Но с другой стороны, девушки тоже не особо-то много знают о члене. Нет, да что там знать? Ну, Вперед, вперед, назад, вверх, вниз, потрогай яйца. Ну да, честно. А но- после 5 виски можешь засунуть мне палец в жопу, и завтра я об этом не упомяну. Это не, знаешь... Но, я согласен с тобой, но. Это все равно, что сравнивать Game Boy с VR. Но каждый раз любая девушка, насколько бы скилловая она ни была, как только она пробует мне подрочить, я такой, сука, даже не близко. Ну, вот тут я не совсем согласен. Понятия не имеешь, что ты делаешь. Ну, значит, ты не обучаешь партнера. Моя жена... Раньше, когда мне было лет 20, я думал, никогда не позволю девушке дрочить мне. Зачем мне позволять делать то, в чем я лучше? Моя жена дрочит просто охуенно. Но потому что ты учишь иногда- ее. Да. Но в этом и дело. Ты говоришь, что пацанам бы следовало учиться заранее, Ну да. а с другой стороны ты говоришь, да, девушке не надо это знать, я их этому научу. Не, ну да, слушай, сексуальное образование, оно для обоих полов. Конечно. Сексуальное образование — это типа... Вот эта часть твоего тела станет очень большой темой в позднем подростковом возрасте, в 20 лет, И она до может конца твоей стать жизни. огромной причиной, не просто причиной, а источником огромных проблем, если ты не будешь знать, как правильно с этим Да. обращаться. Да, если не знать, что делать. Преждевременная... Эякуляция? Нет, ранняя беременность, вот что я пытаюсь сказать. Да. Кстати, 50% беременностей заканчиваются выкидышем. Но большинство женщин и мужчин не знают, что выкидыш произошел. У моей жены был выкидыш на 10 неделях беременности, и никто из нас особо не парился, потому что когда ты проходишь 12 недель, 98% беременностей доходят до срока, но до 12 недель только половина. Да, это... Если ты делаешь тест на 7-й неделе и думаешь, что беременна, то ты все еще в этой зоне 50 на 50. У нас есть друзья, у которых было много выкидышей, а мы такие, у вас было много выкидышей, или вы просто очень рано сделали тесты? И то, и другое правда, у них, очевидно, Да. были выкидыши. Но у нас, типа, мы никогда не позволяли себе радоваться беременности или считать ее реальной, пока не доходили до отметки в 12 недель. И опять же, об этом я узнал в 32. Да, да. Типа, какого хрена я узнаю об этом только в 30, сука, 2? Типа, можно было бы избежать травмы, горя, ну и сколько понимания и сочувствия это могло бы дать людям, если бы их просто этому научили. И я никогда не пойму идею, что если учить детей сексу, они возбудятся. Да, в России
все, что ты получаешь вместо сексуального образования, это 2 или 3 дня на биологии на уроке. И где-то между уроками про цветы и, не знаю, дельфинов, они такие: окей, есть член, вагина, сперма, и давайте дальше, все. И ты получаешь вот эту вот очень сжатую версию того, что происходит и что такое секс. Пожалуйста, извини, я знаю, что это не очень вежливо, когда люди смотрят в свой телефон, когда ты разговариваешь, но... Но ты же говоришь на своем 9-м языке, так что... Да, да. И сегодня ты, кстати, будешь оценивать, улучшился ли мой английский за последние 7 лет или нет. Кстати, если вы смотрите этот выпуск и думаете: блин, как же это все-таки круто, что Данька и на английском умеет подкасты записывать. Если вас посетила такая мысль, во-первых, спасибо за лесть. Во-вторых, у меня стойкое ощущение, что 7 лет назад я как будто лучше разговаривал на английском. Потому что с английским есть одна очень бесячая штука. Если ты его регулярно не практикуешь, ты каждый раз как будто заново вспоминаешь то, что ты уже знал. И вот для такой регулярной практики есть чати. Это AI-бот в Телеграме, с которым можно переписываться и общаться голосовыми на английском. What did you and Daniel notice about how you both changed during that time? Did anything surprise you? Yes, how ugly we became. That sounds like some honest humor on the podcast. People often joke about getting older like that. Причем он не просто отвечает, а реально поправляет твои ошибки, объясняет, где ты ошибся, ну и помогает формулировать мысли более естественно. То есть это не очередной учебник, а буквально тренажер живого разговора. Живого. И это бесплатно можно попробовать прямо сейчас. Ссылка на чате в описании. Ну а если вам нужен не просто бот для практики, а полноценная система, ребята еще и запустили Chatty School. Там уже занятия с преподавателем, разговоры с носителями, практика с AI и нормальный план обучения под ваш уровень. Первый урок бесплатный, там определят ваш уровень и уже подберут программу. Короче, если вы тоже наконец хотите перестать бояться говорить на английском, ссылки в описании. Ну а мы продолжаем выпуск. Кстати, да, я скажу это под запись. Я думаю, что гораздо более гейски не лизать киску, чем принимать член в задницу. Расшифруй. Потому что не лизать киску, не лизать вагину, не делать женщине куни, для меня это страх перед... Вагины. Ты не хочешь с ней взаимодействовать слишком близко. Да. Потому что ты боишься ее. Не, ну, слушай, каждый достойный гетеросексуальный мужчина скажет тебе: если тебе когда-нибудь засовывали палец в задницу, истина где-то там. Так? Окей, будет приятнее. Истина где-то там. Так что член в заднице... Что такое член, если не 3 пальца побольше? Ну и ты же не видишь человека, который Ну, сзади кстати, тебя. можно и Может, это видеть, женщина потому с, что женщина, которая тебя стропонит, это не гейство, это очень гетеросексуальная штука. Поэтому не лизать киску, не делать женщине куни — это самая гейская штука для натурала. Но в России большинство людей старается не говорить об этом. Даже если они едят киску, они стараются не распространяться. Серьезно? Вы... Просто я знаю, что ямайцы, они не нализывают. Русские нализывают. То есть русские лижут, но Да, отрицают. но они скорее стараются сделать вид, как будто бы они не делают этого. О, а надо гордиться. Да, потому что в России у нас очень много, как бы, тюремных... Вы, ребята, хвастаетесь тем, что едите капусту каждый ебаный день. Не можете признать, что лижете пи***у? Да, ну потому что капуста, она натуральная, из земли, а это из человека прям. Просто большинство вот этих странных стереотипов, даже не стереотипов, как сказать, заблуждений. Установки. Установки, да. Неправильные установки, они все пришли из тюремных правил. И я знаю, это странно, но этого было больше в прошлом, но это до сих пор присутствует где-то в умах мужчин. Они все время ощущали на себе действие кодекса, придуманного в российских тюрьмах. А в русских тюрьмах, ну, например, запрещено сидеть и есть за одним столом с педофилом. Отлично, Тебе понимаю. запрещено пить из его стакана. Ага. И если ты это сделаешь, то тогда в тюрьме ты становишься тоже... ну, тебя трахнут. Окей. А также у них было, и, наверное, есть до сих пор, вот это странное правило и мнение относительно минетов и поедания киски.
Потому что для них, для их системы уровней власти, как бы сказать это правильно? Это так странно, я никогда в жизни не переводил вот эти тюремные штуки на английский. Ну, я очень польщен. Короче, да, для них, если какой-нибудь важный преступник ест киску, то каким-то образом в их извращенном сознании это делает их ниже того, кто... Я, кажется, понял, как объяснить. Так как в российской тюрьме один из способов, как ты можешь наказать кого-то, это трахнуть его в задницу, Так. трахнуть в задницу или в рот. Все сексуальные взаимодействия, где ты что-то делаешь своим ртом с чужими гениталиями, это типа что-то похожее. Но когда ты лижешь, в тебя же не вторгаются. Я знаю, но с их точки зрения, если чьи-то гениталии оказываются на твоем лице, то это значит, что ты под ними. Как будто бы ты типа слабее, чем вот этот человек. Ну понимаю, хорошо, Знаю, звучит хорошо. ебануто. Ага, я вроде могу это понять, но еще я бы добавил, что если кто-то доставляет тебе удовольствие, или ты доставляешь удовольствие кому-то, у тебя есть власть над ним. Конечно, но это... Быть заклинателем киски, уметь хорошенечко отлизать пизду. С этой дудочкой. Да, да. Таким образом, ты становишься более мужическим, чем другие мужики. Худшие в мире пидолизатели — это геи. Но лучшие сосатели в мире тоже геи. Гей, конечно же. Что... И это как бы... Ты узнал исключительно из статей об этом. Не, ну слушай, я частенько обсуждаю это с друзьями. Я люблю свою жену. Моя жена потрясающая в постели, она сосет классно. Это немного меня расстраивает. Но не рекламируй ее так. Она не продается. Она же уже твоя. Она моя навеки вечные. Ну типа, я понимаю, что как бы хороша моя жена не была в этом, есть где-то гей на улице, который свел бы меня с ума. И поскольку у меня, потому что я вырос в 90-е, несмотря на то, что я считаю себя либералом, у меня еще есть внутренняя гомофобия. У меня все еще иногда есть страх, что меня увидят или воспримут как гея. Лучший отсос в нашей жизни может дать мужик. Слушай, у меня очень много друзей геев, которые... Вот когда моя жена тусуется со своими друзьями-мужчинами, она ни разу не подумает: «О, любой из этих мужиков мог бы сделать мне лучший куник в жизни». Ну да, но... Всякий раз, как я убуханный тусуюсь со своими друзьями-геями, я такой: я всего в одном шаге от лучшего минета в моей жизни. Но в этом есть смысл, потому что у них есть это оборудование, они знают, как с ним обращаться. Да-да-да. Кстати, должен сказать, что мне кажется, что... Думаю, что я отлизываю получше лесбиянок. Лучше половины из них. Из-за опыта или работа с залом, что ты задаешь вопросы и спрашиваешь совета. Ну, не знаю, мне кажется, у лесбиянок есть какая-то высокомерность. Мне кажется, что они просто... Думаю, что многие лесбиянки доводят других лесбиянок до оргазма с помощью пальцев. Да. Потому что они знают, что тема работает вот так. И из социальных В то же сетей... время я действую как знаток такой. Ладно, есть разные способы. В этой теме я японец. Да, ты заказываешь специальную воду с предыдущего очень крутого поедания киски. Я отлизываю, как японец делает все, что угодно, с уважением. Все должно быть правильно. А лесбиянки, как мне кажется, отлизывают как механики. Они знают, как работает большинство двигателей, и могут заставить его работать. Да. Ну и судя по соцсетям, создается впечатление, что некоторые лесбиянки не очень хорошие слушатели. Разве? Ну, понимаешь, о чем я? Ну, ты не видел вот эти кучу видео с протестов, когда кто-то пытается объяснить свою точку зрения протестующим лесбиянкам, и они такие: «Я не хочу это слышать!» А для меня умение есть киску очень тесно связано с
Со способностью разговаривать. Со способностью слушать. Попыткой Абсолютно. понять другую Абсолютно. точку зрения. Если понимаешь? ты отлизываешь киску, ты отличный слушатель. Потому что ты обязан. Обязан. Да. А когда ты занят делом, слушать сложно, потому что ты там внизу, а ее бедра Да, прямо у тут. тебя нет возможности Ты должен такой, коммуницировать. ты сказал, Да, да, да. Ты сегодня где-то выступаешь? У меня будет большой тур в октябре-ноябре. Горький? Да. Ты можешь порекламировать его здесь, можешь рассказать про свой тур. Супер. Я делаю шоу о том, что Рассел Брэнд маньяк. Разве? Да. Ну, предположительно, да. А вся программа об этом? Не, ну, большая часть шоу просто о том, что, знаешь, я стал отцом, о том, как моя комедия изменилась, потому что изменились мои приоритеты. Это, кстати, еще одна тема, которую я хотел с тобой обсудить. Стендап после 30. Ага. Нам обоим сейчас за 30-ку. Так. Я заметил это в себе и замечаю это в тебе в том числе, что в молодости мы были более провокационными, дерзкими, мрачными. Я связываю это с тем, что мы тогда пытались быть замеченными, пытались доказать что-то себе, и, знаешь, лез вот этот бунтарский, юношеский максимализм внутри. И со временем мы стали более спокойными, знаешь, мы как будто в комедии стали более уязвимыми, но в хорошем смысле. Я не думаю, что ты стал менее острый. Я думаю, ты просто стал точнее. В 20 с чем-то, когда мы делали комедию, это словно мы машем мачете. Да, да. И нас тогда не особо волновало, заденем ли мы что-то еще, кроме намеченной нами цели. Типа, я атакую вот это, но если я задену еще вот этих людей, да п***бать. Бам-бам, я просто прорубаюсь сквозь джунгли этой карьеры. У тебя изменилось отношение к этому за 7 лет? Ну, да, немного. Знаешь, я думаю, спор о том, что люди оскорбляются комедией, которую я никогда не понимал, типа, о, да мне плевать, если ты оскорбился, пошел нахуй. Я такой, ну не, если ты оскорбился, скажи мне. И расскажи, почему. Потому что если я случайно, так же, как если я вот иду по оживленной улице и случайно наступаю кому-то на ногу, я не хотел, я просто шел в том направлении, но все равно скажу, извини, я не это имел в виду. Наша цель — резать точно, быть точным, подмечать разную хуйню. И это еще обратная связь. Я согласен, что некоторые слишком легко оскорбляются, но также я думаю, что слишком многие слишком быстро полностью отбрасывают обиду. Это как некорректная критика. Мои лучшие выступления появились тогда, когда я делал типа вот такие шутки. Но потом люди подходили ко мне и говорили типа, «Эй, я понимаю, что ты пытаешься сказать, но это звучит вот так тоже, а иногда кажется, что ты говоришь вот это». И все это позволяет тебе сказать, «О, окей, нужно сделать это как-то точнее, что ли». Если я оскорбляю кого-то, кого намеревался оскорбить, отлично, В лучший этом день и в моей смысл. жизни. Пошел нахуй, надеюсь, ты сдохнешь. Если я оскорбляю кого-то, кого я не собирался оскорблять, я хочу вынести из этого урок. Да. Потому что, знаешь, Потому что не в этом смысл. моя работа — бить вверх. Да-да-да. И если, ударяя вверх, я случайно бью в бок или вниз, я хотел бы об этом знать. Потому что я не собирался этого делать. Мне нравится, что эта работа всегда, в любом формате, когда сделана хорошо, и все реже в Америке, это говорить правду власти. Так? Да. Это атаковать вверх. Это единственный настоящий риск, кроме того, чтобы рассмешить аудиторию. Единственная настоящая ответственность этой работы в том, чтобы бить вверх. Постоянно. Бывают моменты, когда можно бить вниз, бывают моменты ударить в бок. Я не говорю, никогда так не делай. Но надо знать, что ты делаешь. Когда я бью вниз, я делаю это с огоньком в глазах, с оборотом речи, который дает аудитории понять. Это бывает изредка, это все просчитано, все это просто ради иронии. А если я бью в бок, то чтобы просто заставить людей усомниться в иерархии. Но ты обязан
бить вверх. И если наша работа быть этим клеем или штукатуркой между политическим расколом, который определенно есть, я думаю, нет ничего менее талантливого в мире, чем правые комики, выступающие перед правой аудиторией, и левые комики, выступающие перед левыми. Причина, почему я всегда буду говорить, что Шейн Гиллис один из величайших в истории, в том, что Шейн Гиллис нравится обеим сторонам. И он либерал, но шутит так, что нравится правым. Это вот такой навык. Бывали ли у тебя моменты, когда ты понимал, что ты неверно оценил про человека в твоей комедии, где он относительно тебя находится? Сверху ли он тебя, или он же ниже, или на том же уровне? Абсолютно. И чаще всего, поскольку я считаю себя феминистом, и я часто выступаю... Когда я выступаю с феминистскими шутками в Америке и Великобритании, я в процессе оскорбляю женщин. Так. Потому что я из той страны, где феминизм не идеален. Он там наверху, в Америке он не наверху и не идеален. Когда я выдаю ироничный сексизм, это просто способ подсветить... Проблему. Конечно же. Проблему. Когда я еду в Турцию или еду в Индию, в другие развивающиеся страны, я выступаю с ироничным сексизмом, для них иронии нет. Потому что это страны, где женщины все еще настолько ниже мужчин, что ирония просто теряется. И я это усвоил жестким путем. В моем прошлом шоу был один большой кусок, где я говорил, что беременность и роды гораздо тяжелее для мужчин. Очевидно, саркастически, очевидно, иронично. Все это было внутри. И женщины смеялись над этой шуткой, потому что я подсвечивал такую хрупкость маскулинности иногда. А когда я выступал с этой шуткой в Турции или Индии, женщины не смеялись. Потому что они такие: «Эй, Типа, ты что, серьезно? люди реально так думают? Да-да-да. Типа ты не показываешь это с другой стороны. Ты просто на самом деле... Это не выглядит у нас саркастичным. Да. Да. Ага. Так что, да, это сложно иногда. Слушай, я часто так промахиваюсь. У меня много друзей геев, и я слишком часто говорю слово «пидор», потому что у меня много друзей геев, которые позволяют мне говорить им слово «пидор». Но иногда в разговоре это слово вылетает у меня в сторону каких-то новых геев, которые не в курсе, Да-да-да. что мне типа Что типа, выдали я норм, разрешение. чуваки, я норм. Да-да-да-да-да. А это нет, это, опять же, это не ответственность аудитории, а Да, ответственность да. комика. Ты человек на сцене, ты тот, у кого микрофон, и тот, у кого, блядь, аудитория. У тебя есть ответственность. Дэниел, ты стал таким взрослым. Вот почему я это говорю, потому что перед тем, как снять этот подкаст, я пересмотрел наш старый выпуск, и ты был настолько радикальнее насчет этого. Серьезно? Но нет, это же хорошо. Да не, мужик, если у тебя проблемы с моим материалом, скажи мне, и я приму это к сведению. И если это справедливо, я это приму, и я вырасту, адаптируюсь. Я очень тобой горжусь. Я знаю, что это звучит странно, но это показывает, что ты не закостенел в своих предрассудках. Потому что время идет, и ты думаешь о многих вещах, ты развиваешься. Это круто. Потому что я тоже... Я вообще не могу смотреть свои старые выступления. Потому что иногда я там говорю такую странную херню. Потому что мне показалось, что это в тот момент жизни, что это было остроумно или круто, или «О, это интересное наблюдение». Ну, проблема стендапа в том, что мы выступаем перед идиотами, так? Идиоты. Ну, мы тоже идиоты. Ну, В конечно. какой-то степени. Да, мы идиоты. Идиоты, выступающие перед идиотами. И потом эти идиоты подходят к нам и говорят: «Ты такой умный». И если Да. тебе говорят: «Ты такой умный», Это плохой знак. все 20 с чем-то я думал, что я один из самых умных людей на свете. Потому что так много людей подходили ко мне и говорили: «О, ты такой интеллектуальный комик, ты такой ебать умный». Это же еще приятно, конечно. Как можно сопротивляться этому Конечно. мнению? И затем в свои 30 понимаешь, что я, наверное, в первой десятке самых тупых мудаков, которые когда-либо жили. Да. Ну, а люди убеждены, это, кстати, американская тема. Типа, раз ты знаешь, что ты тупой, это делает тебя умнее. Нет. Надо все-таки Не-не-не. что-то делать после этого. Да, слушай, первый шаг анонимных алкоголиков не заключается в том, чтобы Признать признать проблему. проблему, а потом постоянно бухать.
Нужно осознать проблему и потом что-то изменить. Да. Американские комики реально... И когда я говорю американские комики, я имею в виду Джо Рогана и всех его маленьких Он гей-панков. такой здоровенный, что он теперь и есть американские комики. И, кстати, он вообще не комик. Комик выступает за пределами своей страны. Джо Роган не выступал за пределами Соединенных Штатов Америки почти 20 лет. Джо Роган исключительно и, кстати, намеренно живет в своем... Если бы Джо Роган был настоящим комиком, он выступал бы в Лондоне или в Литве. Может, просто это его лень? Он просто очень богатый, ему просто, наверное, не хочется всех вот этих проблем, как у нас с Ну, тобой. хорошо, ладно, тогда он ленивый комик. Да, но... Да? Ну, а значит, он не настоящий комик. Ты не настоящий. Определение комика — это наша способность и готовность путешествовать. Все величайшие комики, которых мы знаем, говорят о том, что нужно жить в постоянном движении. Там ты учишься, там ты, растешь. Сейчас, признаю, дорога выросла. Это не только по Америке, это по миру. Величайший убийца невежества — путешествие. Конечно, потому что ты расширяешь свой кругозор. Да, Ты и видишь очень поэтому разных Джо людей. Роган — это антитеза гастролирующего комика. Он не путешествует, он не выступает за границей, он даже из грёбаного Остина не выезжает. Он приглашает других малых со всего мира в свою студию, чтобы они тупили там вместе с ним. Он антикомик. Почему у тебя такие претензии к Джо? Ну, во-первых, я считаю, что он очень плохой комик. Ну, это скорее вопрос вкуса, я это понимаю. А я думаю, Джо Роган... Я видел его в Comedy Store, видел в импров, выступал с ним на одних концертах. Думаю, лет 15 назад он был намного лучше. Думаю, тогда его любопытство было, на пике. Считаю, что он больше исполнитель, чем стендап-комик. Он не умеет писать шутки. Думаю, он просто очень хорошо их отыгрывает. Он орущий, кричащий трахатель табуретки. Он не шут, он не высмеивает власть. Он клоун, которого приглашают на детские праздники, чтобы развлекать детей. Он делает комедию самого низкого уровня. Думаю, в его комедии нет интеллекта. Его юмор ни в кого не попадает, и худшее, что Дэйв Шапелл сделал в своей карьере, это обращался с Джо Роганом как с равным во время грёбаной пандемии. Дэйв Шапелл, который... И не поймите меня неправильно, у меня есть что сказать о последних 5 годах его карьеры. Дэйв Шапелл — один из величайших стендаперов в истории. Для него делить сцену с Джо Роганом в совместном концерте, который он выбрал, это как если бы Лионель Месси сказал: «Я сыграю в мини-футбол со Стивеном Хокингом, и это будет настоящая игра, и я буду пасовать ему мяч и ожидать...» Это что такое вообще? Джо Роган не бросает вызов своим убеждениям, так как делал 15 лет назад. В старые времена подкаст Джо, когда там были конспирологи и комики, тогда Джо во всем сомневался. Джо не может утверждать, что он выступает против мейнстримных СМИ, когда он сам работает и на есть Spotify. мейнстримные СМИ. Да-да-да. Больше людей слушает подкаст Джо Рогана, чем смотрят CNN или Fox News. Он мейнстримные медиа. Так что... А, кстати, ответственность комика... То есть ты считаешь, что он теперь ответственный перед людьми так же сильно, как какой-нибудь СМИ, который он И, представляет? кстати, Дэйв Шапелл с***бался от гребаного света софитов. Он отошел, он больше этим не занимается. Джо Роган будет сидеть и говорить такой: «О, это не я просто комик, это не моя ответственность». А с ответственностью такое дело. Ты не выбираешь, когда она у тебя появляется. В этом и определение ответственности. Ответственность дается тебе в моменте. И ты должен быть ответственным в этот момент. У Джо Рогана уже 10 лет есть ответственность. Понимать, что он отвечает за то, как думают 60% американских мужиков. И каждый раз, когда его подталкивали или оспаривали, он только говорил такой: «Я комик, я комик, я комик». И вот как раз из-за этого он ни не комик. Не хочу сейчас становиться адвокатом Джо Рогана, но для более интересной беседы я тебе задам вот такой вопрос. Можешь ли ты представить, что, может быть, Роган стал слишком большим, и это и есть причина, по которой он
боится экспериментировать, задавать вопросы. Да, но просто... Тогда он просто ебаное сыкло, а вовсе не комик. Мы просто не представляем, Ты можешь насколько положить, сильно слушай, может... ты можешь положить 10 миллионов фунтов на мой ебучий банковский счет. Нет никого, за кем бы я пошел. Ты предлагаешь мне А я, защиту. кстати, говорю не про вопрос денег, не про эту сторону вопроса. Я говорю про... Вот в чем дело. Я думаю, что, скорее всего, ты прав. Это не то, что я пытаюсь защищать его. Я просто хочу взглянуть на это с разных сторон. Когда ты становишься настолько популярным, не в плане денег, а в плане аудитории, ты же помнишь, как ужасно и жестоко его уничтожили после того, как он сказал что-то про ковид. Да, полностью. И я, наверное, могу представить себя в его шкуре. Да, в очень маленькой шкуре. Очень маленькая, да, очень маленькие ботиночки. Что после того, как это произошло, я бы тоже боялся высказывать хоть что-то, типа некомфортную правду или задавать вопросы, которые должны быть заданы, потому что ты теперь боишься настолько негативной реакции, потому что ее так много, что ты становишься просто вот этим чуваком, который огрубел и стал толстокожим. Не, ему просто не понравилось, откуда пришла эта реакция. Джо Роган получал критику всю свою ебучую карьеру. Он просто мог выдерживать критику от геев, от трансов, от всех, кого он считал ниже себя. В тот момент, когда он получил критику от людей, которые финансировали все, что он делал, Да. и от своей аудитории, работа комика, я уже раньше это говорил, бросать вызов аудитории перед ними. Нет ничего более бездарного, чем правый комик, подлизывающийся к правым, нет ничего более бездарного, чем левый комик, подлизывающийся к левым. Твоя работа как комика — бросать вызов аудитории перед собой. Лет 12 назад Джо Роган очень-очень испугался бросать вызов своей аудитории, которая была перед ним. И с тех пор он этого боится и никогда этого не делает. Типа, тут нет никакого... Слушай, ты можешь приглашать к себе сколько угодно конспирологов. Если у тебя 90 конспирологов на твоем ебучем шоу, пригласи 10 трансов. Ну да. Типа, обе стороны. Он не показывает обе стороны. Он очень жестко играет за одну сторону, а потом использует маску комедии такой: «О, мне просто любопытно». Нет любопытства в том, чтобы не бросать вызов директору ФБР, президенту Соединенных Штатов. Джордж Карлин вращался бы в своей, сука, могиле от мысли, что комик сидит с лидером самой могущественной страны в гребаном мире Не задает. не задает вопросы. Да. Это жалко. Но, с другой стороны, может ли быть такое, что ему запрещено делать это? Приглашать трансгендеров, задавать запрещает? неудобные вопросы? Ну, потому что он подписал контракт, например. Зачем же подписал этот контракт? Ну, Вот это я бы не другой поехал в вопрос. Россию, если бы мне там запретили выступать с прогейскими шутками. У тебя, как у человека, должны быть моральные Но это все принципы. твои решения, Решение конечно. за тобой. Так что это решение Джо Рогана. Значит, он трус. Причина, по которой я говорю об этом, потому что я русский, и я знаю, как это все работает в России. И в России, когда ты становишься достаточно популярным, они приходят к тебе, и у тебя нет других. У тебя есть два пути. Так. Ты либо работаешь с ними на их условиях, Ага. либо ты идешь нахуй. Да, значит, Джо Роган принял такое решение. Ну А да. это значит, что он уже больше не комик. И я думаю, что Такер Карлсон выше Джо Рогана в плане Ну, комедии. конечно. Ты имеешь в виду? Хотя бы Такер Карлсон как будто бы меняется. Я ненавижу Такера Карлсона. Думаю, Такер Карлсон — это причина того, что Америка очень-очень сломана и разделена, потому что он был рупором новостного агентства, которое, по сути, развлекательное агентство, юридически. Адвокат Такера Карлсона, защищая его в суде, говорил, что все, кто смотрят Fox News, не поверят тому, что говорит Карлсон, потому что это не новости, это развлечение. Fox News не новости, это юридически классифицированное развлекательное шоу. Такер Карлсон знал, что он делает. Похоже, сейчас он проходит через какое-то половозрождение или перерождение.
хотя бы говорит чуть больше правды, знаешь, выступает против Израиля, против сраного Дональда Трампа и все такое. Все это требует хотя бы какого-то подобия стержня. Джо Роган — это чашка Петри для правых конспирологических теорий и фанатизма, выращенная в ебаной лаборатории Spotify за 10 лет. В мире много комиков, с которыми я не согласен, но у них хотя бы есть стержень. Ну а Джо Роган — слизень. В нем нет вызова, он не бросает вызов вещам во всех направлениях. Если ты давишь в одном направлении, ты не ломаешь границы, ты пытаешься найти очень конкретную дорожку, а когда ты ее не находишь, ты создаешь ее сам. И Джо Роган был таким 15 лет назад. Да, это-то и Абсолютно. самое печальное. Да, это печально. Печально то, что это было прекрасное любопытство, Чистая энергия. энергия и нежелание принимать то, чем тебя кормят с ложечки. И вот он набил свой маленький животик дерьмом. И поскольку он такой маленький, испуганный мужик, он ходит в зал и занимается ММА каждый день. Потому что если бы я был ростом 160 сантиметров и регулярно изменял бы своей жене, О, а это Я- что, это факт? не могу сказать, что это факт. но Такие слухи? А, интересно. Я бы тоже тогда хотел бы быть качком, чтобы всякий раз, когда кто-то вроде меня критикует его, да, Да, чтобы защищать свои... Джо Роган мог бы так меня отхуячить. Ну, в А этом и я бы причина. мог заставить его жену кончить. Как ты думаешь, это деньги сделали с ним такое? Не, я думаю, это эхо-камера, которую мы иногда создаем для себя. Когда ты становишься успешным в чем-то одном, и у тебя есть фан-база, которая тебя за это любит, очень легко не выходить наружу. Вот это сделало меня успешным, это я и буду продолжать Ты делать. становишься заложником своей... Аудитории. Аудитории, 100%. Одна из крутых историй, которые я знаю про Криса Рока, не знаю, правда это или нет, даже если нет, мне нравится сама история. Крис Рок, когда выступает с новым материалом, выходит на сцену, и первые 5 минут аудитория смеется над всем, что бы он ни сказал, потому что Крис Рок. Поэтому Крис Рок намеренно выступает с дерьмовым материалом 5 минут. А потом, когда он теряет расположенность аудитории, фигачит еще 5 минут реально дерьмовых шуток. И зрители уже просто до охуения скучают. И только после этих 10 минут провала он выдает свой настоящий новый материал. Потому что только так он понимает, работает ли это на нейтральной аудитории. Звучит, знаешь, как вот это планирование по ветру, что тебе надо нырнуть, чтобы Да. взлететь. В общем, Это так. интересно. И я, слушай, сам виноват в этом. Я был успешен в свои 20, я был успешен ближе к 30 и в 30. Находясь внутри этой ебаной эхокамеры, вот в чем ты хорош, вот что мы, блядь, любим. Я приложил много усилий, чтобы попробовать сделать что-то другое. Ну и 2 шоу, которые я сделал после X, были ёвыми. Но это как Крис Рок делает. Ты тоже делаешь дерьмовый материал, чтобы потом взлететь вверх. Да. Но только в спешалах. Да, да. Не первые 5 минут, а типа 2 спешала 2 подряд. спешала и 4 года моей жизни. Да, у меня тоже такое Но бывало. даже сейчас моя аудитория на 66% состоит из женщин. Так что я пишу шутки с ироничной мизогонией и сексизмом, потому что эта аудитория передо мной. Типа, я бы очень хотел выступать перед мужиками и объяснять им, как я воспринимаю мир. Но это не моя ответственность. Да. Мне не досталось такой возможности. Мне повезло с аудиторией в 66% женщин, и значит, я должен делать для них комедию, которая будет бросать им вызов. Которое будет понятно им. Заставлять их... Да. И, знаешь, не всегда им это нравится, и это не из-за них, просто я часто это делаю Но неправильно. это все равно для них, чтобы они думали о вещах, Конечно, которые для они них. знают. Да, я хочу делать комедию для... Да и слушай, мужик, я хочу, чтобы мужчинам нравился мой грёбаный стендап. Я знаю, он не нравится, да и в зал я хожу, чтобы выглядеть блядь, крупнее. Но я понимаю, что я сопливый, левый, грёбаный либерал. Я же типа сраный феминист, нехороший. Я периодически проебываюсь с феминизмом. Но я часто думаю, что феминизм... Американцы сделали с феминизмом то же, что они сделали с коммунизмом.
Они очернили его. В России это слово «феминист», а также «либерал». В России это уже называется не просто либерал, а соевый либерал. Да? Да. Слушай, я либеральный феминист. Пидорская талая шлюха. Так? И я произношу эти слова свободно и регулярно. Это представление, которое витает в мире о том, что это значит быть либералом. Я люблю расстраивать людей, люблю оскорблять людей, люблю острую гребаную комедию. Я просто хочу, чтобы моя жена сама полностью контролировала свое тело. Я хочу, чтобы женщины в моей жизни могли голосовать и принимать собственные решения. Я хочу, чтобы они чувствовали себя в безопасности на улице, чтобы мои геи-друзья могли жениться и усыновлять. Я хочу, чтобы мои коричневые друзья мылись главным образом. Я хочу, чтобы мои коричневые друзья чувствовали себя в безопасности, когда они гуляют. С другой стороны, я могу оскорбить... Вы думаете, я не говорю слово своим друзьям-геям? Думаете, я не говорю сексистские вещи своим знакомым женщинам? Потому что они Думаете, знают, что ты шутишь. Ну, да! Да, это не то, кем ты являешься. Нет, но слева есть такое. Ну, конечно. Так? Ты же можешь шутить точно так же, как это делают справа, но слева. Но только если ты рассказываешь эти шутки с эмпатией и сочувствием. И вот в чем дело. Не пойми меня неправильно. Левый, сука, сумасшедший. Я ненавижу левых. Потому что это спектр. Да. Ты всегда можешь найти идиотов по обе стороны. Ну, а правые всегда фокусируются на самых тупых среди левых и подсвечивают всех этих ебнутых транс-людей вместо нормальных транс-людей, которые такие просто: «Эй, я теперь вот так одеваюсь, давайте больше об этом не говорить». Да. Таких никогда не подсвечивают в СМИ. Так? Так что моя Потому что задача... это не настолько ярко. Точно. Конечно. Конечно, нет. Потому что это обычно. Потому что на этом сложнее сфокусироваться, ведь это просто нормально. Если сфокусироваться на нормальных транс-людях, которые такие: «Ну, я теперь ношу другую одежду». Да. Вот и все, мне Ну нормально. и в чем вопрос тогда? В Да. чем острота? Да, ничего особенного. Спроси их, что вы думаете о туалетах? Они скажут: «Ну, мне просто нужно посрать». Вот и все. Типа, ну, где определитесь, я там и посру. Всего этого нет в обычной жизни этих людей, но на этом сфокусировались злоебучие американские СМИ и устроили великий политический раскол, чтобы, сука, контролировать страну. Я не хочу участвовать в этом. Но также я думаю, что моя задача на левацкой стороне, чтобы сказать им: «Эй, мы должны быть менее чувствительными. Да. Мы должны меньше расстраиваться из-за всего этого». Да, иметь возможность признавать какие-то ошибки, которые мы... Абсолютно. Да. Ну, то есть, да, давайте обсуждать всю эту ебанину. Мы можем критиковать транс-людей. Мы можем критиковать женщин, можем говорить об эпидемии мужского одиночества. И без того, чтобы это сразу превращалось в какое-то... Ну, не пойми меня неправильно, это вина мужчин, но мы можем разговаривать. Знаешь, кое в чем правые насчет левых. В том, что левые называют себя толерантными. Да. И они супертолерантные. Это единственное, в чем правые имеют абсолютное преимущество над нами. И я хочу быть тем человеком слева, который говорит: «Эй, ошибайся, делай неправильно, тебе можно учиться». Да. Причина, почему я хороший феминист, в том, что большую часть жизни я был сексистом. И всякий раз, как я захожу со своим сексизмом слишком далеко, знакомые женщины говорят мне: «Эй, Это странно. это не ты». Да. И меня никогда не изгоняют, не высылают, меня отчитывают, мне задают вопросы. Кстати, ни одно из этих слов я не знаю по-английски, так что да, конечно. Я ожидаю ребенка, а у тебя полный набор. Да. У тебя и мальчик, и девочка. В чем, по-твоему, разница между тем, чтобы быть отцом сына и отцом дочери? Девочки умнеют гораздо быстрее. Пугающе быстро. А мальчики... Мой мальчик, он настолько эмпатичен, так хорошо связан со своими эмоциями, в очень хорошем смысле. За это его качество меня аж гордость пробирает. Когда он что-то чувствует, он переживает эту эмоцию. Он по природе добрый. Иногда он пробивается сквозь жизнь и ранит людей, но потом он это осознает и переживает из-за этого. И он учится. Он умный ребенок, очень умный ребенок, но ощущение было такое, что он учился, не скажу медленно,
Но когда моему сыну было 2,5, когда родилась дочь. И когда она появилась, я всегда хотел вырастить сильную, уверенную женщину и думал, что буду иметь к этому какое-то отношение. А оно просто само? Мой сын не умеет притворно плакать. Ему 4,5, так? Он знает, что если поплачет, то получит сочувствие, но если он плачет фальшиво, то выглядит как социопат. Он такой... Моя дочь научилась фальшиво плакать в 13 месяцев. Ага. Это И она рано. делала это... Ага. Она делала это ради внимания и потому что не получала желаемого. К счастью, сначала у нас был сын, поэтому мы смогли такие... Это чё за нах? Девочки могут, я уж не знаю, это мир так устроен, Или просто это твоё просто ДНК. генетика. Она способна... Она может манипулировать им до такой степени, что это пугает. Так сильно, что он не может... Если он хочет манипулировать ей, единственное, что у него есть, это сила. Единственное, что у него есть, это «я заберу у тебя эту вещь». Но рядом есть два родителя, которые такие «эй, нельзя забирать вещи у сестры». Так что его сила сильно ограничена, поскольку здесь есть мы, чтобы ограничивать его власть. А у нее есть более точные инструменты для его ума. Это просто невероятно. А у тебя кто будет? С нетерпением жду разговора с тобой лет через 7, чтобы узнать, как оно было вообще. Да. Одну вещь я скажу, и я хочу сказать ее каждому новому родителю в мире. Игнорируй всех остальных родителей, с которыми ты когда-либо говорил об этой фигне. Это лучшее. Ничто из того, что ты когда-либо достиг в своей карьере, не сравнится. Не в первый год он будет для тебя хреновым. Потому что это просто Если твоя жена... кокон. Да, если она решит кормить грудью, и у нее получится кормить грудью, то ты будешь просто уборщиком. Ты меняешь подгузники, отрыгиваешь ребенка. Да. Все просто... И не особо много обратной связи. Через 6 месяцев они начинают смеяться, уже получше. В 18 месяцев. Твоя задача, как родителя, в том, чтобы быть археологом для своих детей. Так? Ты не можешь контролировать, кто твои дети. Ты можешь, наверное, процентов на 20 повлиять на то, кем они станут. Твоя задача в том, чтобы счищать пыль. Просто потому что они уже рождаются кем-то. Они могут рождаться психами или рождаются евреями. евреями, к К сожалению. сожалению, конечно, конечно. Твоя задача в том, чтобы просто раскопать это, узнать, кто они, и узнавать своих детей, видеть, кем они становятся, и иметь возможность что-то добавить к этому. Я часто думаю, что быть отцом — это очень похоже на... Знаешь, кёрлинг? Да, да. Такие со щетками. Да, ты, получается, Да. просто Ребенок просто... расчищаешь дорогу для них. Ага. Да. Они появляются и двигаются в своем направлении. И твоя задача, когда становится шероховато, подмести, а когда нет, не мешать. Вот и все. Я говорю это как человек, который... И говорю это максимально скромно, как человек, у которого была невероятная карьера в комедии. Ничто, вообще ничто из достигнутого в карьере не сравнится с той радостью, которую мои дети мне приносят. И это очень интересная ситуация для артиста, потому что в мои 20 эта работа была для меня самым важным в мире. Все в этой работе определяло, кто я. Моя ценность шла из карьеры, что вообще-то опасная штука. Потому что если ты потеряешь карьеру, ты будешь опустошен. Вот именно. Да-да, твоя жизнь будет разрушена. А случись плохой концерт, Да-да. ты определяешь себя последним выступлением, это просто взъебывает тебя. Если сейчас я плохо выступлю, да мне похуй. Нужно вернуться домой к 2 детям, которые считают меня богом. И я знаю, это скоро изменится. И да, это трудно, это вызов. Но знаешь, ты ненадолго лишишься сна, узнаешь, на что ты способен, когда не высыпаешься. Любовь к твоей жене просто вырастет. Если ты думаешь, что любишь свою жену сейчас, просто подожди.
Это отличные новости, Дэниел. Это очень хорошо. Потому что обычно люди, говоря об этом, пугают. Не. Слушай, ну это сложно. И будут вызовы, но не постоянно. 90% это лучше. Те 10% отстоя — прям отстой. Но это хорошее уравнение. 90% веселья. Это просто величайшая вещь, которая когда-либо со мной случалась. И с каждым новым днем. Я, наверное, становлюсь худшим комиком из-за этого, но становлюсь Да, лучшим это человеком. то, что я у тебя собирался спросить, потому что за эти 7 лет ты, очевидно, стал счастливее. Да, Мешает ли это твоей карьере? да. Насколько сильно? Не так сильно, как я ожидал, и не так сильно, как мне чувствуется. Мне кажется, что я становлюсь мягче. И потому что я так привык быть резким, я сам чувствую потерю остроты. Злость Да. исчезает. Ага. Не-не, она осталась. Нет, я имею в виду, как этот источник вот этой постоянной силы, которая тебя питала, сейчас заполнена любовью. Там меньше места для ненависти, потому что Да. как будто там все заполнено любовью Тут к дело детям. такое. Когда зрители любят тебя, ты можешь ненавидеть их за то, что они тебя любят, потому что ты продаешь им версию себя, и они на нее ведутся, и ты ненавидишь их за это. Типа, вот вы дураки. Да, я понял. Вы что, о чём настолько ты. тупые? Когда тебя любит твой ребенок, ты не можешь ненавидеть его за любовь, потому что это очень чистая любовь. Безусловно, типа. Да. Поэтому, когда твои дети любят тебя, и ты чувствуешь это, а ты будешь чувствовать это от них постоянно, даже когда они злятся, их злость или грусть исходят из чего-то связанного с любовью к тебе, потому что ты так важен. Когда у тебя есть это, ты в совсем другом состоянии. Потому что я никогда, не знаю, как ты, я никогда по-настоящему не находил самоценность в стендапе. Он дал мне дом без ипотеки, жену, которая слишком хороша для меня, дал мне уверенность в себе, но в плохие периоды, вне сцены, в самолетах, в гостиничных номерах, в моменты, когда мы, ненавидим сами себя. Сравнение своей самоценности с последним выступлением, которое у тебя было с семьей, к которой ты можешь вернуться домой, думаю, добавляет новый уровень свободы в том, что мы делаем. Потому что теперь я меньше боюсь. Я все равно буду раздвигать границы. Я все равно раздвигаю границы, я не иду прямо вон туда. Да. Но я будто бы раздвигаю больше границ, потому что лучше это все осознаю. Потому ли это, что теперь ты понимаешь, что тебя могут любить без условий? Да. Потому что тебе больше не нужно зарабатывать эту любовь на сцене. И теперь любовь моей аудитории не влияет на то, кто я есть. Да. Да. А до этого это было главным источником энергии и понимания Да. того, кто ты такой. После удачных концертов мы боги. Моя уверенность улетала в небеса, а когда были плохие концерты, это влияло на меня очень долго. Но теперь, когда у меня хороший концерт, не пойми неправильно, я люблю это, чувствую себя гребаным Конечно, это всё королем. ещё приятно. Этого не отнять. Но когда у меня плохой концерт, это все еще отстой, но ты способен просто... Как только ты становишься отцом, это просто работа. Так? И смотри, мне нравится, что в 30 лет стендап был моим приоритетом. Но Если бы этого не было, у меня не было бы той карьеры, которая есть сейчас. Тебе нужен этот голод, нужен драйв. Нужно, чтобы это было. Но если иметь это вечно, оно тебя убьет. Или физически, или ментально. Такие отношения с аудиторией уничтожат тебя и все твое понимание себя. Теперь, после плохого концерта, я могу сказать, это было херово. О боже, как же я обосрался. У меня был худший концерт в гребаной жизни. Ну ладно, пойду домой к двум людям, которые вообще ничего не понимают в комедии. Но если я вернусь домой такой... Они такие... ты такой, о, вот это восхищение моими навыками стендап-комика. Стендап теперь удивительная вещь, которой я могу заниматься. Но раньше это была моя кровь, мое призвание. Я бы умер без этого. А теперь стендап — это
просто привилегия. Буквально привилегия, которая у меня есть. Я могу выходить на сцену, смешить людей, зарабатывать. Это неприлично много денег. Обеспечивать своим детям очень хорошую жизнь, давать жене и себе. И хотя я феминист, я женился на женщине, которая не феминистка, что вообще прекрасно, лучше не придумаешь. Если ты мужчина-феминист, женись на нефеминистке. Потому что как только я сказал: «Эй, хочешь уйти с работы и быть мамой на полный день?» Она такая: «Мечта!» И я такой: «Это лучшая из двух опций, детка!» Да. Ты все еще считаешь, что лучшая шутка рождается из боли. Да. Да. Но веришь ли ты сейчас, что быть счастливым — это тоже может быть хорошей почвой для хорошей шутки? Да, я использую... Прекрасно, кстати, сформулировано. Думаю, счастье, как почва, позволяет семени боли расти. Потому что когда у тебя есть это счастье, везде в жизни, ты можешь больше сфокусироваться на боли в своей жизни и можешь позволить ей расти и цвести, и ты можешь увидеть ее более красивой, чем видел бы раньше. Раньше это были сорняки. Это было что-то, что разрослось бы поверх всего. А когда ты счастлив в своей жизни, боль все равно существует, но ты можешь изолировать ее и позволить ей стать цветком, который ты будешь ценить. И это цветок с шипами. Это цветок, который может быть ядовитым. Но это цветок, на который ты можешь из этого сада счастья посмотреть и сказать: знаешь что? Это красивый цветок. И у меня есть весь этот сад. И этот цветок дополняет его. Так что на самом деле хорошо сказано. Большое спасибо. Но разве ты не боишься, как и любой художник, что, став успешным, счастливым, богатым, Ага. это сделает из нас более слабых комиков? Да, да, но слушай, дружище, в свои 20 лет я заставлял себя двигаться идеей, что однажды я стану одним из величайших комиков в мире. А теперь я никогда им не стану. И в то же время это не важно. Но теперь это не такая плохая новость. Ну да. Не, потому что теперь цель не быть лучшим в этой работе. Теперь цель сказать: «Господи, ты только глянь на эту жизнь, которой я живу». Ну то есть, это же просто прекрасно. Просто Дело невероятно. не в цели, дело в процессе. Ты меняешь фокус, и дело... Это путешествие. Да, меня всегда очень раздражает, когда люди говорят: «Я мечтаю получить Оскар». Окей, ты его получишь, и что дальше? Да-да-да. И Суть же в том, чтобы любить снимать фильмы. Ага. Да. В том, чтобы быть отцом, я нашел больше за 3 месяца до рождения дочери и 6 месяцев после ее рождения. Я взял паузу в стендапе, ни разу не вышел на сцену, просто хотел очиститься, стать свободным. Первые 3 месяца возвращения к стендапу были худшими в моей карьере. Я ненавидел это, ненавидел сцену, у меня потерялась уверенность, вообще я не мог. Из-за перерыва. Ага, Да. ага. Сейчас не думаю, что шоу, которое я сейчас делаю, это лучшее из того, что я делал. Думаю, лучшее шоу у меня уже было. Думаю, что... Ну потому что ты был одержим этим. Да, Потому что это был единственный способ, как можно было заслужить любовь. да. Да. А теперь мне не нужно лучшее шоу. Я просто должен сделать достаточно хорошее шоу. Хорошее шоу. И я- Этого достаточно. И я весьма хорош в этом. И у меня все еще достаточно голода и драйва. И я могу регулярно делать очень хорошее шоу. А если кому-то не понравится, справедливо. Я изменился. Если ты купился на меня, когда мне было 26, теперь, знаешь, я стал другим продуктом. Ты можешь такой: ну, это не то, на что я подписывался. Отписка. Справедливо. Я с тобой согласен, я другой человек. А тебя не пугает количество комедии?
из-за соцсетей, интернета. Если бы я начинал сейчас, абсолютно, Да. начни я заниматься комедией сейчас, Практически невозможно уже удивить людей какой-то темой, потому что все уже было высказано. мне кажется, что я едва успел проскочить в плане комедийной известности. Я достаточно твердо закрепился в 2019-м, чтобы после ковида, когда этот алгоритмический комик стал явлением, Да. к счастью, я уже достаточно закрепился до этого, и у меня везде есть Тебе аудитория. уже не надо быть контент-креатором для этого. Нет, я не смогу. Типа, я здесь не для того, чтобы обсирать других комиков, только если это не Джо Роган и Тео Вон. Я, по сути, контент-креатор и комик. Да. Но знаешь, мужик, слушай, игра меняется. Ну, я немножко другой случай, потому что я был влюблен в создание видео еще до всей этой фигни с алгоритмами. Ты был OG. Ну, я не совсем об этом. Я скорее про то, что раньше это было «Я пиздец люблю делать видео». И уже потом это трансформировалось в то, что, кажется, это может быть способом стать популярным. Но сейчас это практически невозможная задача для новых поколений, чтобы стать кем-то без постоянного присутствия в соцсетях. А ты, когда ты выступаешь здесь перед русскоговорящими, ты шутишь про Путина? Конечно, Да? конечно. Я, правда, не могу... Перспектива изменилась, потому что раньше я был в России, и это было опаснее делать это там. Ага. Сейчас я все еще стараюсь замечать в своей комедии, что происходит в России, потому что я все еще русский, это мой дом. Но сейчас у меня больше нет ощущения, что у меня есть какие-то привилегии, чтобы призывать к чему-то людей в России. Потому что я-то съебался. Да. Потому что, ну что я могу? Я могу замечать безумные вещи и говорить, смотрите, странно, но я не могу указывать людям, что им делать, Но понимаешь? у тебя все еще есть слушатели в России. Конечно. Я просто имею в виду, что я уже так не рискую, как раньше. Поэтому мысленно и, наверное, даже подсознательно моя комедия начинает меняться. Потому что теперь я такой, я теперь живу здесь, и, наверное, это было бы честно, если бы я замечал американские ебанутые вещи. Я не знаю, я все еще в процессе видоизменения. Да, мужик, это жесть, я сочувствую. Спасибо большое, но ты на самом деле не должен, потому что мне достаточно повезло, чтобы быть в Лос-Анджелесе, жить в прекрасном доме, у меня есть деньги, у меня есть возможность выступать по всему миру со своей комедией. Кроме России. Кроме России, да. Перед русскоязычной аудиторией, которой, оказывается, очень Да, много. но что меня реально трогает, что когда я был в Москве и выступал на том концерте, западное восприятие русских людей так сильно испорчено нашим восприятием Путина. И Понимаю. чем больше я узнавал тех русских, с которыми, сука, встречался, и русских, которых мы ходили в российский комедийный клуб и тусовались там с частью публики, ну, знаешь, одни из умнейших, самых либеральных, самых самоосознанных. Просто, знаешь, люди, которых можно встретить где угодно в мире. Я просто был поражен, насколько разговоры, которые я вел в Москве, были похожи на разговоры в Великобритании и Америке. И ты просто думаешь, есть это молодое поколение, есть это огромное, одна из самых больших стран в мире. И это молодое поколение, потенциал этого поколения подавляется очень реальным страхом и довольно мощной пропагандистской сетью. Да, это реально грустно. Спасибо. На самом деле это очень нечастая история, когда ты можешь услышать такое от иностранца про Россию. Ты понимаешь достаточно глубокие вещи. Да, мужик, ну, то есть, я не хочу говорить «дети», потому что, мне тогда было 29, когда я там был. Но знаешь, я не провалился в Москве со своим либеральным материалом. Я охуенно там отжег. Конечно. И все эти люди, что были на концерте, я такой, мужик, если бы всем этим людям передо мной позволили строить Россию, какой бы была эта страна? Да. Вот это была бы страна. К сожалению, у нас еще не было шанса. Пока.
Пока нет. Дэниел, было очень приятно. Спасибо, что пришел. Дружище, это было пиздец приятно. Большое спасибо. Вздрогнем. Жаль, что я вначале облил себя. Мне очень жаль. Мы можем это вырезать, можем переснять. И последнее, перед тем, как ты уйдешь, ты знал, что зумеры считают, что стендап — это кринж, как жанр? Серьезно? Да, это пиздец. Это О, так нет. грустно. И непонятно, что делать. Они такие: о, ты человек с микрофоном, а иди-ка ты на. Это так грустно. Да это отстой. Да. Это очень так печально. ебанутые новости. Большое спасибо, что посмотрели этот выпуск. Напоминаю, что у нас продаются наши футболки «Агент 813» на Вещдоке, это для стран СНГ, а также на отдельном сайте для США и Европы. Все кликабельные ссылки есть под видео. Покупайте, это абсолютно легально и невероятно качественно. Спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео.